Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости канала. Меня зовут Инна. Как я поняла по вашим отзывам, стиль брioche вам интересен. Но вы хотели бы, чтобы я вам рассказала, какие схемы я использую для вязания. Вот сегодня мы рассмотрим вот такой вот узор ромбы, как я его назвала. Вот один ромбик, другой. И для него я вам специально создала вот такую вот схему. Вязать мы будем по схеме. Каждый элемент схемы я объясню, что он обозначает. Я эту схему вам сфотографирую и поставлю, чтобы вам было видно. А сейчас я объясню, что на этой схеме обозначает. Вот плюс обозначает лицевая петля. Вот такой штрих обозначает изнаночная петля. Вот горизонтальный штрих обозначает, мы петлю не провязываем, снимаем, в данном случае это кромочная. И вот этот вот штрих обозначает, что мы делаем петлю не провязывая с накидом. Это я буду называть петлю не провязанную с накидом пара. Вот. А вот эту вот петлю, которая лицевая, это у нас будет одна дорожка. Вот сейчас мы приступим. Как я уже говорила, для этого стиля нам понадобится 2 спицы с открытыми концами. Мы будем вязать с этой стороны, с этой стороны. В этом особенность стиля брioche. Специально для вас я взяла ниточки потолще, контрастные. Вот схема этого узора, который мы будем вязать. Раппорт составляет 15 петель плюс 2 кромочные. И последние петли тоже будут лицевые, чтобы был у нас твердый фиксированный ряд. Я вам покажу сейчас. Вот смотрите, для того, чтобы у нас получался твердый фиксированный ряд, вот здесь вот лицевой и вот здесь вот лицевая, вот, чтобы не было вот такого винегреда, я вяжу с этой и с этой стороны, заканчивая вязание лицевой петлей. Итак, мы набираем 17 петель способом, которым я уже говорила. Поскольку у нас 2 нитки, мы можем сразу 2 разные нити набрать, не заморачиваясь, какой нам конец оставить. Это петля вспомогательная, мы ее не считаем. Вот. Обычным способом мы набираем петли. 17 петель. Я набрала 17 петель. И сейчас мы должны определиться, какая нить у нас будет лицевая. Я хочу, чтобы у меня была лицевая синяя нить, поэтому я с нее начинаю. И вот я этой нитью провязываю по нашей схеме первый ряд. Кромочную снимаем, лицевая, дальше петлю снимаем с накидом. Синяя нить, кромочную снимаем, лицевая, накид, петлю снимаем. Обычная английская резинка. Лицевая, накид, петлю снимаем. И так до конца ряда. Основной нитью мы провязываем кромочную. Вот у нас конец ряда. Мы провязываем лицевую. Вот она по схеме. Лицевая. Кромочную провязываем изнаночной. Лицевой нитью кромочные петли мы провязываем. Изнаночной нитью кромочные петли не провязываем. Это мы делаем для того, чтобы у нас вот здесь вот закрепился стабильный ровный ряд и не было вот такой вот путаницы, как здесь на боках. Особенно это актуально, если вы вяжете шарфик или повязку на голову. Мы не переворачиваем, передвигаем наше вязание опять назад, и в работу у нас вступает вторая нить, которая у нас будет изнаночная. Вот у меня на рисунке, вот она светлая. Мы дошли до конца ряда, и я напоминаю вам, что когда мы вяжем изнаночной нитью, мы кромочную не провязываем. Вот мы делаем предпоследний накид, петлю снимаем, кромочную не провязываем, ниточки подтягиваем. И теперь мы наше вязание можем перевернуть. И вот мы вяжем с вами вот здесь вот второй ряд. Вот
вяжем его в эту сторону. Вот смотрите, у нас каждый ряд, каждой нитью считается один. Первый ряд одной нитью и один ряд второй нитью. Второй ряд назад одной нитью и второй ряд другой нитью. Также точно все ряды. Вот мы должны с вами по рисунку обычной английской резинкой провязать 4 ряда, то есть как бы 8 рядов, 4 пары. Вот мы когда провяжем эти 4 пары, мы с вами встретимся. Здесь ничего необычного, обыкновенная английская резинка. Вот мы провязали вот этих вот 8 рядов. Раз, два, три, 4 одного цвета и 4 другого цвета, всего 8. И вот мы приступаем к чередованию этих рядов. На схеме это у нас 5-й ряд, 2 пятых ряда, один основной нитью, другой вспомогательной нитью. И вот сейчас мы дойдем до вот этих вот двух элементов, и я объясню, что они обозначают. Напоминаю, что если две ниточки у нас обе с одной стороны, значит первая идет основная, то есть у нас синяя, кромочную я снимаю, провязываю лицевой, вот лицевая. Дальше петлю с накидом снимаю. И вот эта вот петля, вот этот вот элемент обозначает, что из одной петли мы делаем 3 лицевых петли. Вот мы делаем вот так. Раз, накид. И опять же в эту петлю 3. Вот 3. И дальше вяжем по рисунку. Накид снимаем, пару провязываем лицевой, накид снимаем, пару провязываем лицевой, накид снимаем, пару провязываем лицевой. Вот смотрите, вот у нас раз, два, 3 пары лицевой. Вот раз, два, 3 пары лицевой. Накид снимаем. И вот мы дошли до вот этого вот элемента. Этот элемент обозначает, что мы должны 3 петли, раз, два, 3, раз, два, 3, вот эту петлю, раз, эту и эту провязать вместе с наклоном вправо. Вот как мы это делаем. Мы эти 2 пары снимаем, смотрим, как у нас стоит эта петля, вот мы ее ставим, чтобы при развороте. Мы поворачиваем их лицом, вот, чтобы они так ровно легли, и накидываем их на эту петлю. Вот. Раз. Вот у нас ровно легла синяя петля. Последнюю провязываем лицевой, кромочную провязываем изнаночной. Вот. Возвращаемся за нашей изнаночной нитью. Переводим вязание на другой конец. И здесь мы сталкиваемся вот с этими частями узора. Кромочную снимаем. Дальше по схеме накид, петлю снимаем. Дальше по схеме идет изнаночная. Вот мы доходим, где у нас 3 петли. Мы делаем одну петлю с накидом снимаем, изнаночную, одну петлю с накидом снимаем. Дальше вяжем по рисунку. Пару изнаночной, петлю снимаем, пару изнаночной, петлю с накидом снимаем, пару изнаночной, петлю с накидом снимаем, пару изнаночной. Вот. И вот мы дошли до вот этой вот одной петли, вот где мы сделали 3. Раз, два, 3, вот она одна. И мы ее просто снимаем. Следующую пару провязываем изнаночной, петлю снимаем, кромочную не провязываем. Все. Вот мы провязали 2 ряда двумя нитями, 5-й ряд. Вязание мы переворачиваем и вяжем. Теперь мы вяжем 6-й ряд по рисунку. Вот сначала вяжем голубой нитью, нашей основной, изнаночная, накид, петлю снимаем, изнаночная. А потом также точно провяжем коричневой нитью. Встретимся в начале 7-го ряда.
Вот мы дошли до 7-го ряда. 7-й ряд мы вяжем так. Берем основную нашу нить, провязываем лицевую, накид снимаем. И вот опять мы на этом же элементе из одной петли мы делаем 3. Раз, два, 3. Повторяем точно так же. Дальше вяжем по рисунку. Смотрите, чтобы петли у нас не перекручивались. Поэтому вот так вот мы берем их. Вот. Вот из-под этого накида здесь провязываем вот сюда. Вот так. Вот мы провязали, как у нас по схеме, 1, 2, 3 петли. 1, 2, 3 петли. Одну с накидом снимаем. И вот здесь мы 1, 2, 3, вот эти 3 петли, 1, 2, 3, мы провязываем вместе. Вот как мы это делаем. Мы смотрим, чтобы они у нас ровно ложились, не были перекрученными. Вот в данном случае вот так вот. Одна петля. И потом я эту петлю протягиваю, накидываю вот эти вот 2 петли, накидываю на эту одну петлю. Вот так вот ровно легло. Дальше накид, петлю снимаем, следующую пару провязываем лицевой, кромочную, изнаночную. Вот так вот получилось. Вот у нас уже начинает образоваться первый ромбик. Возвращаемся за коричневой нитью. Накид, петлю снимаем, пару изнаночной. Из 3 провязываем накид, петлю снимаем, изнаночная, накид, петлю снимаем. Вот накид, изнаночная, накид, петлю снимаем. Дальше по рисунку. Вот мы дошли до этого места. У нас одна петля. Мы ее просто снимаем с накидом. Вот она. Просто снимаем с накидом. Дальше у нас идет изнаночная. Вот. И последнюю не провязываем, снимаем. Кромочную также не провязываем. Все. Переворачиваем рисунок на другую сторону. Вот мы сейчас на 8-м ряду. 2 нити вместе. Значит, еще раз напоминаю, в ход идет основная синяя нить. Ниточки подтягиваем, не забываем. Изнаночная. Петлю снимаем с накидом. 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 Вот мы тут над нашим элементом. Вот мы петлю снимаем, провязываем изнаночную. Вот петлю снимаем с накидом. Вот. Изнаночная. Вот мы прошли вот этот вот этап. Петлю снимаем с накидом. Изнаночная. И кромочную провязываем изнаночной. Все, ниточки подтягиваем. Возвращаемся за изнаночной нитью. Вяжем по рисунку. Снимаем, провязываем лицевой. Снимаем с накидом, провязываем лицевой. Кромочную не провязываем. Кромочную не провязываем.
Напоминаю, для того, чтобы у нас здесь был ровный, красивый, стабильный ряд. Вот. Сейчас мы находимся на 9 ряду и будем провязывать этот элемент точно так же, как 5, 7 и 9. Раз, два, три. Раз, два, три. Вот 3 пары мы провязали. Раз, два, три. Раз, два, три. И вот этот вот элемент мы вяжем как одну петлю. Вот как я уже говорила. Сначала захватываем сюда. Смотрим, чтобы у нас ровненько легло. И вот эти вот 2 петли тоже смотрим внимательно, чтобы они у нас правильно легли. Вот сюда их поворачиваем. Вот так. Так. И набрасываем их на вот эту вот петлю. Вот все, смотрите, вот как у нас ровно легло. Возвращаемся за изнаночной нитью. Вот мы здесь на 9 ряду. Накид снимаем, изнаночная, петлю накидом снимаем, изнаночная, петлю с накидом снимаем, изнаночная. И так по рисунку до конца ряда. Над этим элементом накид, петлю снимаем, вот она. Изнаночная, накид, петлю снимаем, кромочную не провязываем. Смотрите, значит, 10 ряд мы провязываем по рисунку, 11 по рисунку и 12 по рисунку, ничего не прибавляя, не убавляя. Обыкновенная английская резинка. Провяжем самостоятельно и встретимся на 13 ряду. Мы с вами дошли вот до 13 ряда. Мы провязали 3 ряда. Вот раз, два, три. Один ряд вот этот закрыли и еще 2 ряда провязали. И сейчас мы будем продолжать вязать вот этот элемент. Первую снимаем. Лицевая. Ниточки подтягиваем. Накид, петлю снимаем. И вот сейчас мы из 3 петель, из раз, два, три, будем делать одну с поворотом налево. Вот для этого мы вот эту вот пару провязываем с вот этой петлей. Вот, чтобы вот так у нас ровненько. И вот эту вот пару набрасываем на нашу петлю. Вот. Вот так вот ровно у нас легло. И вот образовался первый листик. Накид. Петлю снимаем. Накид, петлю снимаем. Пару провязываем лицевой. Накид. Петлю снимаем. Пару провязываем лицевой. Вот у нас раз, два, три. Смотрите. Раз, два. Вот третий мы провязываем. Пару провязываем лицевой. Накид, петлю снимаем. И из вот этой вот последней пары мы делаем одну из 3. Раз. Мы делаем из одной 3. 3. Последнюю провязываем лицевой и кромочную провязываем изнаночной. Возвращаемся опять
в эту сторону и провязываем 13 и провязываем 13 ряд нитью светлого цвета, коричневой. Накид петлю снимаем, изнаночная, накид петлю снимаем, вот у нас, вот она, накид петлю снимаем, изнаночная и по рисунку. Вот мы дошли до этого элемента, вот он у нас, вот первую из 3, накид петлю снимаем, изнаночная, вот она, изнаночная, накид петлю снимаем, изнаночная, накид петлю снимаем, кромочную не провязываем. Все, изнаночный ряд 14 вяжем по рисунку. Встретимся в 15 ряду. Мы с вами дошли до 15 ряда. Вот. И вяжем опять по схеме. Кромочную снимаем, лицевая, накид. И вот здесь вот перед этим мы делаем опять из 3 петель 1, 2, 3 одну. Вот с поворотом вправо. Провязываем 2 вместе. Вот так вот. Смотрим, чтобы у нас были петли развернуты ровно. Это очень важно для брioche. И накидываем. Вот так. И опять вяжем по рисунку. Смотрите, и здесь у нас получается 1, 2, 2 дорожки. 1, 2, 2 дорожки. И вот в этой вот дорожке мы делаем из 1 петли 3. Вот, и у нас получается еще одна дорожка. Вот. Не последняя, как здесь, а вот еще одна. Накид. Последняя лицевая. Вяжется не совсем удобно, но зато фиксирует ряд. И кромочная. Вот. Возвращаемся за изнаночной нитью. Вяжем, как уже мы знаем, по рисунку. Напомню, что здесь накид петлю снимаем в середине, изнаночная, накид петлю снимаем, пару провязываем изнаночной, накид петлю снимаем, кромочную не провязываем, ниточки подтягиваем. Вот. Вязание переворачиваем. Вязание переворачиваем. 16 ряд по схеме вяжем самостоятельно. На 17 ряду встретимся. Мы с вами сейчас на 17 ряду, вот здесь, вот по нашему узору мы находимся вот здесь, вот, 2, раз, 2, 2, раз, 2 замыкания мы сделали. Сейчас мы делаем 3 замыкание. Обе нити у нас с одной стороны, значит, в работу вступает основная, лицевая нить. Вот мы вяжем первую лицевую, изнаночную. И вот здесь вяжем, как я уже говорила, 3 вместе с поворотом вправо. С поворотом вправо это значит мы провязываем вместе вот эти вот 2 петли, вот эту и вот эту. Раз. Потом поворачиваем эту так, чтобы она смотрела на нас. Вот. И
продеваем ее через нашу провязанную петлю. Вот у нас получилось вот такой вот 3 петли вместе. Дальше по рисунку вот у нас стоит накид. Одну петлю снимаем, лицевая, накид, одну петлю снимаем. И дальше вот у нас стоит элемент, который показывает, что нам надо провязать из одной петли 3. Вот, из этой петли. 1, 2, 3. Так как мы уже об этом знаем. И дальше по рисунку. Провязываем, как мы уже знаем, второй нитью 17 ряд. Накид, петлю снимаем, изнаночная. Здесь просто накид, петлю снимаем. Здесь, как мы уже знаем, петлю снимаем, в центре изнаночная, петлю снимаем. И по рисунку до конца ряда, вот тут вот как раз стоит одна петля всего, вот она одна петля. Здесь раз, два, 2, раз, раз, два. Вот здесь раз, два, 3. Вот раз, два, 3. Ничего сложного. По схеме вам будет удобно. Вот вяжем до конца, потом вяжем следующий ряд голубой нитью, следующий ряд коричневой нитью. И встретимся вот уже на 19 ряду. Мы провязали с вами 19 и 20 ряд. Вот. Они идентичны 3 и 4 ряду. После 17 ряда наш раппорт повторяется, но мы здесь вяжем всего 2 ряда, не 4, как у нас в начале, не так, как вот у нас здесь 1, 2, 3, 4, потому что у нас получается более короткий листик. Если вы хотите, чтобы листик был более длинный, вы можете провязать все 4 ряда. Ну, вот я считаю, что этого достаточно. Сейчас мы раппорт наш повторим опять вот с 5 ряда. И встретимся, когда мы провяжем еще один листик. Я вам провяжу просто немножко больше, и вы увидите, какой результат получается. Вот я провязала еще 3 галочки. 1, 2, 3. Фактически я провязала еще 1, 2, 3, 4, 5 рядов. Вот от вот этого вот 19 ряда. И еще провязала 11 и 12. Вот у меня получился вот такой вот узор. Вот 2 ромбика закрылись. Вот. Здесь у нас было 3 прибавки, 3 убавки, 3 прибавки, 3 убавки, 3 прибавки, 3 убавки. И здесь также точно. Дальше узор надо продолжать с 13 ряда, и тогда этот листик тоже полностью закроется. Вот такой узор получился с лицевой стороны. Вот такой вот узор получился с изнаночной стороны. Вот. Фиксированный конечный ряд, что очень хорошо для шарфиков и сноудов. Я хочу вам еще раз напомнить по схеме, что вот эта петля обозначает лицевую, вот этот знак обозначает накид и одну снять не провязанную. Это снять не провязанную, это кромочная петля. Этот знак, вертикальная черточка, обозначает, что это
изнаночная петля. Схему я вам ставлю, фотографию вставляю. Пожалуйста, пишите, вяжите. Если вам понравилось мое видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите, что вам интересно. Буду рада встрече с вами. Пока-пока.